Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня вы видите вход на обзор, разумеется, снимается на сам девайс, о котором мы будем рассказывать. В 4К снимает опповский планшет. Меня зовут Саня, напоминаю еще раз, это канал Польза.нет, и примеров съемки, фото, видео будет, разумеется, много. Конечно же, Oppo сделала по большому счету реплику, притом непонятно, Mi Pad 5 или Mi Pad 5 Pro. Почему? Потому что здесь 870 Snap с очень неплохими 700 с копейками баллов в Antutu. Здесь одинаковые грани, разумеется, к сожалению, здесь не запихать ни симку, ни карту памяти с одной стороны. С другой стороны, великолепные 120 Гц, отличная анимация. Мне, в принципе, планшет прям нереально зашел. Да, он не идеально снимает, но 4К это неплохо. Да, у меня какие-то вопросы к фронталке, но в целом, если вы хотите планшет, притом качественный, я однозначно на него бы посмотрел, и о нем, разумеется, вы узнаете все в ролике. Смотрим. Огромное спасибо тем подписчикам, кому я заказал данный планшет вместе с Mi Band по ошибке. Но, как вы видите, мне это дело прислали. Томску привет. И огромное за это спасибо. Это долгожданный планшет, который является репликой всего, что только есть на китайском рынке. То есть, когда нам не нужны планшеты, Huawei что-то делает, Samsung что-то делает за космос деньги. Xiaomi, оболочку, которую я не очень люблю, благополучным образом создает два планшета топовых. За ними бежит Realme. И BBK такой, а почему бы мы не только Xiaoxin какой-нибудь от Lenovo, но и мы тоже не сделаем что-то супер-мега топовое. И что они делают? Правильно. Они делают два планшета. Один из них опповский, другой вивовский. Вот сегодня про опповский планшет, прошу не шутить, я вам и расскажу. Коробка вскрыта, скорее всего, для того, чтобы установить сюда гуглы мне. Но об этом, опять же, вы узнаете в ролике. Планшет выглядит супер-мега классно. Процессор здесь более чем достойный, я думаю, вы уже в названии увидели. И я рад ему в первую очередь не тому, что я наконец-то его получил, и я уже с ним попрощался, потому что у меня был, как у блогера, user experience, что я заказывал Mi Band человеку, а он мне в итоге, помимо Mi Band, там я еще 2 часов заказал, заблокировал, получил часы. Ну и в принципе многие бы дети так и сделали, потому что там зла не держу, там ребенок, что делать? Не повезло мне, сам дурачок. Вот здесь мне отправили, и я этому несказанно, как вы понимаете, рад в наше сложное время. Блок зарядки, разумеется, с китайской вилкой, но небольшой. На сколько ватт, сейчас мы увидим. На 33 ватта. Кабель. Следующий момент. Я брал его в комплекте с чехлом. Документация. Есть возможность докупить потом карандаш. Проверю от Xiaomi, может быть, будет работать, в чем я очень сильно сомневаюсь. Здесь у нас гарантийный талон, не нужный ни мне, ни вам. И, наверное, сразу распакую чехол, потому что все равно нужно юзать вместе с ним, тестить вместе с ним. И это был, по-моему, даже комплектный чехол официальный от Oppo. Но я не уверен. И даже если это не так, то это не важно. Главное, чтобы он подошел по размеру. Так как это продавец продавал, который планшет, я думаю, что он подойдет. Да, он великолепно подошел, только не думаю я, что это оригинальный. Что сразу мы видим? Первое, запах химии довольно приличный. Второе, как только вы надеваете на него чехол, он становится убогим. Включается планшет без проблем, и Play Store сразу Google мне установили. Возможно, для того, чтобы не просто АПКшка, а рутовать нужно. Будут ли обновления, сейчас я прям при вас проверю. Первое, 6 гигабайт оперативы, 2 гигабайта можно обновлять. Android 11 версии на данный момент. Но вопрос дня. Если тут обновы... Пришла новая версия, Official Version, Kala 12, Android 11. Про эту версию написано, разумеется, все на китайском. Я безумно рад. Планшет маленький, грамотный. По центру фронталка. Здесь у нас одна камера, одна вспышка. По динамикам не скажу, но очень похоже, что здесь великолепный Dolby Atmos с 4 динамиками. Буду разбираться, дырки 4. Type-C-шник не по центру, к сожалению. Никаких инфракрасных портов нет. И очередной фейл. Раз, нет мини-джека. Два, я не вижу переходник с мини-джека на Type-C. За это горите в аду. Шучу. Ну вот так. Опять же. И единственное, что мы еще с вами не увидели, это слот под сим-карту либо карту памяти. Здесь просто нет никакого разъема под слот. Если с чехлом все это дело весит
784 грамма. Без чехла 507 граммов по размерам. Постараемся не поцарапать, как я царапаю многие телефоны, правда? Как мне потом пишет народ. Кстати, минус очередной: нет защитной пленки на экране. 7 миллиметров толщина с блоком камер 8,8. Ширина 164 миллиметра. Вроде ничего не хрустнуло. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Сейчас разыгрывается OneMo наушники и защищенный телефон. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. Полетели. Поставляется данный девайс в двух расцветках. Это черная и фиолетовая. А также есть лимитированная версия данного планшета. Она имеет только серую расцветку. Дизайн мне понравился. Выглядит он очень интересно, и я думаю, вы со мной согласитесь по поводу этого. Тыльная часть матовая, и выполнена она из 9 слоев. Текстура у нее очень интересная, тактильные материалы качественные. Рамки по ощущениям из алюминия, в руках держать планшет удобно, прямые грани не натирают. Печатать в вертикальном положении планшета можно, но, разумеется, из-за размеров не совсем удобно. В целом, по эргономике планшет хороший, как и по сборке. Кнопки не имеют люфта, нажимаются приятно. Тыльная часть стремительно не пачкается, но в жару отпечатки пальцев, разумеется, остаются. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно и нехорошо, 2 микрофона, 4 стереодинамика, звучание отличное и объемное, Dolby Atmos с сертификацией HRS Audio на борту, но кастомного эквалайзера в стоке нет. К слову, как вы заметили, я вместе с чехлом данный планшет покупал, и я думаю, это разумно, потому что не факт, что вы его сразу найдете в наших магазинах, если решите брать. Слота под microSD или SIM-карту нет, как я уже говорил. Мини-джек и К-порт отсутствуют, что, разумеется, не радостная новость, про мини-джек особенно. Летим дальше. Oppo Pad оснащен IPS-дисплеем на 11 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Рамки у экрана небольшие и симметричные, их размер 7 мм. Плотность пикселей 276 ppi, чего по мне маловато слегка. Стопроцентная широкая цветовая гамма DCI-P3, сертификация HDR10 присутствует. В настройках, разумеется, есть возможность все подогнать под себя. К примеру, можно воспользоваться настройкой цветового режима или включить улучшение цветопередачи в видео, а также включить автоматическую регулировку цветовой температуры. Защита глаз также на борту. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, но не скажу, что пользоваться в солнечный день им вообще невозможно. Возможно, но затруднительно. Частота обновления экрана 120 Гц и 60 Гц. Частота дискретизации касания здесь обыкновенная, в районе 180 Гц, даже, скажем так, маленькая. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Далее, мультитач, разумеется, есть, но экран откликается на 10 касаний не сразу, так как 4 касания он распознает как жест для перехода в многоэкранный режим. Разблокировать экран можно помимо стандартных видов разблокировки, также распознаванием лица. Срабатывает данная функция хорошо как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном, и даже под углом. В целом экран мне понравился, так как он имеет хорошую цветопередачу с насыщенными цветами. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 870 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц. И я думаю, вы согласитесь, что он, наверное, самый удачный за последние 2 года из мощных процессоров. Графический процессор не супер-мега-топ, Adreno 650, 7-я линейка уже давно присутствует, притом там вариантов много. Интерфейс ColorOS 12 на базе Android 11. Сам интерфейс работает плавно, без подвисаний. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 6 или 8 ГБ. Внутреннее расширение ОЗУ на борту плюсом до 5 ГБ. В данном планшете улучшения в его работе по расширению ОЗУ я не обнаружил, как и во многих других устройствах, где есть данная функция. То есть это маркетинговая штука, считайте. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, разумеется. Разговаривая по видеосвязи через мессенджеры, проблем лично я не обнаружил. Микрофоны отрабатывают отлично и звучание хорошее. Вибромоторчика, к нашему сожалению, нет. Oppo Pad поддерживает стилус Oppo Pencil и клавиатуру от производителя. Мультизадачность также на борту, можно спокойно пользоваться несколькими приложениями одновременно, что очень даже удобно. Bluetooth версии 5.1, NFC не поддерживается, что очевидно. GPS отсутствует, что странно. Емкость аккумулятора 80
7360 мАч, PC-Mark выдал скромные 6 часов 14 минут и осталось 20%, хотя тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Я грешу на оптимизацию, потому что, по идее, должно было бы быть больше. Oppo Pad поддерживает быструю зарядку Super VOOC, заряжается с 0 до 50% от родного адаптера питания за 40 минут, с 0 до 100% за 1 час 22 минуты, это довольно шустро для планшета. Поедает за час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 19%. Следственно, на 5 часов его свободно проигрывание фильмов вам хватит. За час игры в Genshin на максимальных настройках графики улетает целых 26%. Играть можно спокойно, без каких-либо проблем. Первые 3 минуты изредка проскальзывают подвисания, после чего они вовсе пропадают, и играть приятно. В более легкие игры играть также комфортно, несмотря на габариты планшета. Лично мне, на удивление, было удобно держать планшет и играть даже в Standoff 2 или PUBG. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест проходит отлично. 280 гипсов минимально, максимально 311, в среднем 296 гипсов на 100 потоках и 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 998, в мультикоре 2797. 3D Mark показал Wildlife 4193, Wildlife Extreme 1209, Wildlife Stress Test 4170, Wildlife Extreme Stress Test 1215, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Все, в общем, как должно быть у данного процессора. В Antutu выдал планшет результат в 708 тысяч попугаев, Storage тест показал хорошие 55 тысяч. Очень даже бодрые. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел не идеально, но и не совсем мрачно. Результаты теста искусственного интеллекта для планшета неплохие, 639 тысяч. С тыльной части расположили один модуль на 13 мегапикселей, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, цифровая стабилизация работает только при 1080p и ниже. Фронтальный модуль на 8 мегапикселей и находится он в рамке. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS, как по мне, качество видеосъемки, а также фотосъемки очень даже хорошее для планшета, более чем потребно. В стоке различных режимов практически нет, но основное все же на борту. Напоминаю, что все можно устанавливать, всякие программки, чтобы вы могли нарезать видео и делать какие-то коллажики, слоумо или еще что-то через сторонние программы. Короткие примеры стоковой камеры вы сейчас увидите. Oppo, день, фронталка, ветер, и вы видите, как фронтальная камера 1080p вас будет снимать. Вроде бы есть роллинг шаттер. Логично, что стаб никакой, но он в принципе никакой всегда у BBK. Если я стою против солнца, то съемка такая. Если солнце бьет в сенсор, то, разумеется, вы ничего и не видите. Ну, неплохая камера. Опять же, надо на большом экране будет смотреть. Желательно, конечно, встать, всматриваться в волоски, но лучше это делать в записи. И, к слову, там была включена ретушь на 40%. Вот сейчас ретуши нет, так что можно рассматривать все седые волосы, пигментные пятна и остальные прелести. К сожалению, нет никакой функции из разряда мини-ультраширика на фронталку. А вот это прям интересно, потому что основная камера, она может снимать в 4К. И X здесь максимум 10. К слову, помимо этого, разумеется, если вы хотите увидеть студийный пример съемки этого планшета, вы можете зайти в телеграм-канал скидок. И я туда, скорее всего, до обзора уже выгружу пример съемки камеры в идеальных условиях для записи видео и аудио. Стаб никакой, но если встать и медленно, допустим, снимать, камера неплохо справляется. Если будете вечером снимать что-либо, то знайте, никаких кружочков, к сожалению, у Oppo нет, у фронталки. Поэтому даже не особо темное время, ну, допустим, я в помещении, в котором, в принципе, сейчас я вижу все, но фронталка не видит ничего. Притом, если вы будете, допустим, опять же ночью снимать с основной камеры, довольно сильная вспышка, которая работает перманентно, никаких проблем не будет. Пример фронталки максимально солнечно, бурено. И единственное, да, говорю еще раз, повторяюсь, минус, что нет здесь варианта, при котором он переключается на какой-нибудь ультраширик. Поэтому приходится вытягивать руки. Если вы будете записывать что-либо, это вам не Huawei-овский
телевизор, у меня там функция специальная, где расширение картинки типа рыбьего глаза, удобно. Здесь этого дела нет, но картинка в целом для 1080p неплохая. Немного съемки в 4К. Здесь есть одним кликом переключение на зум X2. Если брать не кликом, а пальцами, то X10, но даже если встать, но это одни сплошные квадраты. С 1080p стаб отрабатывает неплохо, хотя есть определенный расфокус, но если встать, картинка очень даже хороша. Минусы: нет мини-джека, плотность пикселей хотелось бы больше, нет вибромоторчика, нет стабилизации видео в 4К 30 FPS, нет NFC, нет ИК-порта, нет возможности запихать симку, нет возможности добавить памяти, и яркости хотелось бы однозначно побольше. Я бы вообще другой тип экрана туда запихал. Ну ладно, IPS так IPS. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Сейчас все очень бодро, никаких промокодов, никаких купонов не нужно, просто AliExpress сделал адекватный курс. Благодаря нам, товарищи, потому что как только они отключили Kiwi, как вы понимаете, у них, как по моим данным, продажи упали в 6 раз. И на эту распродажу они сделали адекватный курс доллара, так что ни промики, ни купоны нам не нужны. Идем на AliExpress, не забываем смотреть в телеграм-канале скидок, что за жирные предложения, их очень много, я вам советую или нахожу. В основном я там советую, либо показываю те девайсы, которые либо я уже покупал, либо я покупаю для обзора. Потому что либо ты сам должен быть готов тратить деньги, либо уже потратил на какую-то железку, по мне, только тогда ты можешь как-то ее советовать. Хотя все относительно, и у всех может быть свой подход. Подписываемся на телеграм-канал взаимопомощи, резюмирую. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Допустим, вы фанат MIUI. Если вы фанат MIUI, нечего вам было вообще этот обзор смотреть. Почему? Потому что у Xiaomi есть Mi Pad. Если вы фанат яблока, то лучше, чем iPad от Apple, не существует ничего. Опять же, если их не начнут дистанционно у нас каким-то образом окирпичивать, а сама возможность, точнее невозможность оплачивать какие-то программы и сервисы, но это дичь. Когда на Android вы просто АПК-шку установите, ладно, даже взломанную, а на яблоке вам нужно просто с бубном везде бегать и надеяться, что у вас получится что-то оплатить, согласитесь, мы переходим уже в какую-то другую реальность, где Apple это не есть хорошо. По поводу этого планшета, что я могу сказать? 120 Гц великолепно отрисовывается, играть кайфово, смотреть контент тоже. Я его заказывал вместе с чехлом. Да, здесь есть какие-то огрехи из разряда того, что нет направленного микрофона, я уже повторяюсь по недостаткам, как всегда. Да, здесь не запихать карту памяти или симку. С одной стороны. С другой стороны, абсолютно великолепно лояльный ценник за то, что вы получаете в итоге. А в итоге вы получаете девайс, который вы можете использовать 3-4 года совершенно свободно, если не 5-6. И в целом мне планшет прям безумно понравился, и однозначно его могу рекомендовать тем, кто является фанатом BBK. Но если для вас 870-й Snap это слишком круто, а это правда круто, и я рад, что они его туда запихали, самый оптимизированный процессор до сих пор. Если на данный момент для вас высокий прайс, то у Oppo будет еще 2 планшета у меня на руках, и у Realme будет 2 планшета, и все они дешевле, они менее мощные, у них какие-то обрезки, да, у них у кого-то нет 120 Гц, кто-то по размеру меньше, в целом, но выбрать что-то у BBK из планшетов сейчас уже можно довольно легко. Не забываем ставить реакции под роликом, подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Напоминаю, что в телеграм-канале скидок я скидываю вам новости практически ежедневно, снятые на новые девайсы. Допустим, на этот топовский планшет я снимал новость про то, что по моей информации, а как вы понимаете, на YouTube я давно, плюс я постоянно закупаюсь на Али, какие-то знакомства у меня уже есть, Kiwi не подрубят нам для оплаты. По моей информации, пока нет в планах давать нам промокоды, и это печально, потому что, опять же, в эту же телегу я уже начал скидывать локальные цены. Почему? Потому что там, к сожалению, какие-то у нас вещи уже дешевле. И ритейл здесь начал расти на серовозах, притом капитально вместе с Авито. Авито пока какие-то позиции дороже, в основном дороже, потому что Али это всегда какие-то риски плюс сроки. То есть, возможно, вы получите девайс через 4 недели, как я обычно получаю, а возможно и нет. Иногда некоторые девайсы просто не отправляют, к сожалению, включая те же Realme, но чаще всего проблемы с Xiaomi-тами. Напоминаю, мне, допустим, Xiaomi K40S так и не послали, и я по этой причине покупать его и не буду второй раз. И таких девайсов несколько, но это самый крупный такой. Вот когда ты покупаешь что-то у Oppo, Black Shark или еще чего-то, тебя могут долго мариновать, просить отказаться, и чаще, конечно, отправляют, но бывает такой момент, что ты
маринуешься 60 дней и тебе возвращают деньги. Это плохой user experience. Вот такие вещи я в основном рассказываю вам в Телеграме. Может быть, они не всегда веселые, но они полезные в первую очередь для нас, как для покупателей. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, там почти 15 тысяч человек, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И да, Oppo Find X5 Pro будет на обзоре, потом я дам его блогерам. И X80 Pro был, и еще Neo 6 и Neo 6 SE тоже будет от iQOO, который точно не будет продаваться в России. Так что пишите. Я покупаю, рассказываю, а вы дальше уже делаете сами выводы, если досмотрите, дорезюмирую, узнаете мое мнение о девайсе. Девайсу однозначно да, добра и удачи вам, дорогие друзья.